Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Довольно такой необычный, невероятные факты из ее жизни. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Для записи на личные консультации телефон в описании к видео и в комментариях. Итак, что же с вами происходит? После обмана, который был в вашей жизни, наступили крутые перемены. То есть все перевернулось вверх дном. Это была женщина. Женщина очень активная. Я бы назвала ее даже очень языкатая такая. Причем, знаете, она когда начинает кого-то гнобить, так назовем, ее уже не остановить. Ей все равно, обидит она кого-то, нет. Человек настолько, вот знаете, финансово ориентированный, очень продуманный. Я думаю, для нее унижать людей, это ну как поздороваться. Это само собой разумеющееся. Эта женщина, к счастью, я почему говорю к счастью, осталась позади, это вы сами поймете. То, что вы пережили этот разрыв, развод, это будет вам даже в плюс. Возможно, кому-то из вас это покажется сейчас ужасно, нонсенсом, да не может быть, да. Но пройдет время, и вы немножко поймете, что вот с ней вы бы реально загнулись. Вот с ней бы и крыша уехала, с ней бы вы потеряли вообще остатки своего здоровья. С этой женщиной, ну, ваша жизнь превратилась бы в ад. Причем ее вранье, ее измены, которые были, они бы не закончились. Вы бы жили в изменах, в аду, в унижениях, в оскорблениях. Я думаю, никому не хочется такой жизни. Эта женщина абсолютно ориентированная на многих мужчин, на разных мужчин. Я имею в виду, что она не однолюбка, ну ни разу. Эта женщина умеет красиво притворяться, что она очень успешно и делала. Но сейчас не об этом. Даже как-то неприятно, не хочется говорить о ней. Теперь давайте о вас, да, немножко поговорим. В вашей жизни, знаете, бывали такие периоды, когда опускались руки, когда очень сильно вы замыкались. Вы не хотели общаться абсолютно ни с кем. Причем, если вы заметили, этот момент сигнификации довольно часто у нас повторяется, да, потому что, в принципе, смотрят люди с похожими судьбами. Вот опускались руки, причем в вашем окружении есть люди, которые готовы всегда протянуть руку помощи. Это и родственники, у кого-то это друзья, приятели, коллеги. То есть у вас есть в вашем окружении люди, которые, не дадут вам упасть. Но вам было все равно. Вам ничего не нужно было. Опять же, кто-то сейчас находится в таком состоянии, у кого-то это уже прошло, поскольку общий расклад. Вам всегда по жизни нравились женщины довольно интересные. На серых мышек как-то особо вы внимания не обращали. Вам нравятся женщины ухоженные, для вас это очень немаловажно. Вот что бы вы ни говорили, да, чтобы там человек хороший был, на первом месте я вам скажу, что у вас все-таки стоит внешность. Вы человек, который уж слишком сильно залюбили свою женщину. Вы таким были, такими остались. Если бы сейчас у вас была женщина, вы бы точно так ее залюбливали, вы бы точно так и подарками забрасывали, и возили везде, и кружили, и что только не делали. Таким вас воспитали. Это, с одной стороны, это хорошо. С другой стороны, что вас обобрали как липку, либо же пытались обобрать. Вот опять же, мы волей-неволей, да, возвращаемся в ваше прошлое. Просто у вас мог у некоторых проиграться такой момент, что вот каким-то чудодейственным образом, возможно, там с какими-то махинациями, да, не без этого, ваша бывшая могла то ли вас оставить кого-то без квартиры, кого-то без денег, да,
Может также, кстати, ребятушки, еще проиграться, что добровольно вы, допустим, сами ушли и оставили все, когда вы уходите с одним чемоданом. Такая еще может проиграться ситуация, когда вы остались без ничего практически, без жилья, там, с минимумом денег, да, то есть оставили все детям, там, но скорее даже не жене вы оставили, вы больше оставили детям. Напишите, у кого такая ситуация проигрывается. Что сейчас вот я могу сказать? Опять же, помним, что общий расклад. Смотрите, среди вас есть такие товарищи, которые уже после разрыва, после развода, да, вот вы пытаетесь, конечно же, устроить свою личную жизнь, не без этого, да, в монахи никто не записывался. В вашей жизни есть женщина, опять же, у некоторых. Это может быть начало отношений, когда вы еще присматриваетесь, но сердечко так уже начинает немножечко ёкать. Я не говорю еще, что это такая безумная любовь, но пытаетесь наладить личную жизнь, пытаетесь в отношения вступать. У кого-то может проиграться, что очень плотно переписываетесь, пока переписываетесь по интернету, да, ну то есть вы на месте не сидите, вы пытаетесь что-то делать, кто-то знакомится, кто-то переписывается, да, опять же, у кого как проиграется, потому что очень хочется быть счастливым, очень хочется быть в паре, вы человек парный. Вам одному очень некомфортно. И то, что меня радует, но все равно вы смотрите с надеждой в будущее. Вы не опустили руки вот именно в отношении женщин. Да, есть боль, есть осадок, есть обида, да, и вот есть масса пережитых таких тяжелых моментов. Но вы все равно не теряете надежды. Вот, как говорится, надежда умирает последней. Вам очень хочется поскорее любить и быть любимым по-настоящему. Вам очень хочется иметь женщину, которая будет вашим надежным таким плечом, вашим другом, вашей любовницей, да, вот это будет все в одном. Вы верите в судьбу, вы считаете, что все равно рано или поздно вам судьба пошлет такую женщину, вам очень этого хочется. Вы довольно работящий человек, вы не боитесь работы абсолютно. Поэтому вот для себя вы прекрасно понимаете, что если появится женщина, вы ее, ну полностью, всецело вы ее обеспечите. И жильем, и деньгами, да, то есть финансами я особых проблем у вас не вижу. Вы человек абсолютно не жадный. Вы, наоборот, такой, ну, наверное, даже чрезмерно щедрый в какие-то моменты. Может проигрываться еще ситуация, знаете, что вот вы, сейчас, секундочку, уточню, вы стали последнее время обращать очень много внимания на свою интуицию, чего раньше вы не делали. Напишите, есть такой момент или нет. Если раньше как-то вы могли, ну, импульсивные какие-то поступки, да, вот могли в омут с головой, там еще как-то. Сейчас вы обращаете внимание, особенно при знакомстве, при общении с женщинами, вы обращаете очень сильно внимание на интуицию, вот именно какой-то человек. И если вот, допустим, вы знакомитесь с женщиной, и вы чувствуете, что что-то не то, ну вот как-то некомфортно, да? Вот бывают ситуации, я думаю, у вас тоже такие были, что знакомишься с человеком, ну это может быть даже по работе, не обязательно вот личная жизнь. Ты знакомишься, ты при первом общении, ты понимаешь, что ну, тебе некомфортно, тебе хочется поскорее уйти, поскорее закончить разговор. Напишите, был у вас такой момент или нет? Поэтому вы вот именно с помощью интуиции проводите свой такой, ну, маленький кастинг, назовем это, да, вот именно отбор женщин, как угодно называйте. Очень сильно обращайте внимание на женскую доброту. Для вас немаловажно, чтобы женщина была доброй, щедрой. Вот эти именно такие женские, даже материнские качества для вас очень важны. Очень важна стабильность, очень важна порядочность. Итак, давайте-ка посмотрим все-таки. С позитивом закончили, да, давайте сейчас, наверное, будем к негативу переходить.
Что же за женщина пришла к нам на расклад, да, какие же невероятные факты из ее жизни. А может быть и позитивные факты, давайте разбираться. Итак, что же это за женщина? Когда-то вы были вместе, когда-то вы были семьей. Из-за нее вы остались один. Ну, все прекрасно понимают, кто это пришел. Это женщина, у которой сейчас, ну, не самый лучший период в жизни. Эта женщина начинает уже сомневаться и в своих талантах, я так понимаю, ходить налево, да. Эта женщина как-то немножечко, так знаете, приспустилась с небес туда, куда-то, ниже плинтуса. Она поняла, что все пошло не по плану. Она поняла, что она осталась, ну, как бы у разбитого корыта. Она не достигла своих целей. Мужчины, ну, не кружат ее, да. У нее мужчин, в принципе, я не вижу таких, чтобы вот стабильных, постоянных были, да. Вот я не вижу абсолютно, чтобы у нее была любовь, да. Это человек, который, знаете, она вообще не умеет любить. Вот есть люди, которые, ну реально вот искренне, вот, кстати, к таким людям, которые умеют любить, вы относитесь. Вот вы у нас выпали даже кубковым королем. Есть люди, которые, знаете, позволяют себя любить. Поэтому у вас такой тандем был, вы любили, а она позволяла себя любить. Вот в таком плане. Давайте будем разбираться, что же такое в жизни у нее происходило, может быть, чего вы не знаете. Это было, кстати, и до вас, и при вас. Вот ситуация такой разгульной жизни, назовем это так. Знаете, вот это такие моменты, которые, ну, не очень хочется даже вот озвучивать, но тем не менее. Это женщина, которая, вот она гуляла, она даже если до вас, допустим, был у нее мужчина, либо отношения, она и ему изменяла. Это человек, который... Женщина, это имеется в виду, да, она привыкла вот жить, как ей нравится, причем не задумываясь о последствиях. Она крутила романы довольно часто, с двумя параллельно, да, у кого-то, может быть, даже 3 было мужчин одновременно. Здесь может проигрываться склонность к каким-то вот вредным привычкам. Она могла даже вот прятаться от вас, чтобы, ну там, знаете, как бывает, то заедают там, чтобы никаких запахов, ничего не было. Это склонность к вредным привычкам. Здесь могли еще быть такие, знаете, подружки там, ну, может быть, даже мама, сестра, вот в таком плане, у кого как, которые тоже любили злоупотреблять какими-то вот вредными привычками, они подбивали ее на это дело. Она никогда не была такой вот добропорядочной, добросовестной, так назовем, да. Мужчины в ее жизни это... Даже не знаю, вот как назвать, чтобы культурно, потому что на языке крутится все, что не культурно. Мужчины для нее это как, ну, назовем спонсоры, да, так. Я очень-очень осторожна. Это спонсоры, это жезлы, да, это удовлетворители. Мы сейчас новый словарь создадим. Я уже столько слов, да, в раскладах попридумывала. То есть для нее это мужчина, это какой-то просто расходный материал, который можно использовать в тех или иных каких-то своих целях. Она, знаете, сейчас я еще уточню, но это трэш, конечно. Смотрите, у некоторых может даже проиграться ситуация, когда она, ну, была в отношениях, знали вы это или нет. Сейчас у многих будет инфаркт. Я думаю, у некоторых из вас проиграется ситуация, что ваша бывшая была в отношениях даже с женщиной. Напишите, догадывались вы об этом или нет. Это, конечно, ее такой секретный секрет. Это могло проиграться до вас, но в ее жизни это было однозначно. То есть она и с мальчиками, и с девочками, да, вот я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Особенно, когда под шофе, особенно это могло проигрываться по молодости.
У некоторых проиграется, что даже при вас, будучи с вами в отношениях. Я представляю, что сейчас вы в шоке по колено все, но тем не менее, на людях она пытается казаться еще, ну такой, знаете, вот более-менее добропорядочной, да? Но нутро, ну такое с гнильцой. Ну такая гнильца с запашком, с душком, но извините, я просто не могу по-другому назвать. Человек, который... Она врет по жизни, вот она врет, как дышит. Для нее соврать – это, ну так знаете, поздороваться. У нее просто жизненно необходимо вот это вот вранье. Вот бывают люди, знаете, вот вы с ней, кстати, вот если вас брать, вы с ней настолько кардинально разные, вот разные и по характеру, и по каким-то своим ощущениям, проявлениям. Вот вы, если соврете, вас потом может совесть мучать, вы себя можете некомфортно чувствовать, да, ну то есть вам это некомфортно, вранье это не ваше. Хоть и бывает, да, но все мы не без греха, где-то там по какой-то чепухе, да, все равно где-то что-то схитрим. Но вас будет совесть мучать, ее же нет. У нее просто ломка начинается, когда она не соврет. Напишите в комментариях, знали вы об этом или нет. Что же еще за скелеты в ее шкафу? Она, знаете, она когда была юной даже, опять же, смотрите, у некоторых может проиграться, что она... даже ну, не в очень хороших отношениях была с родителями. Это могла быть ситуация, когда она даже либо же сбегала из дома, либо вот-вот хотела просто сбежать, но ее остановили какие-то события. Она была, вот даже, знаете, как говорят, сложным подростком. Эти моменты, конечно же, она особо так ни с кем не обсуждает. Это такие реально ее скелеты в шкафу. Понятно, что у каждого свои скелеты, но тем не менее. Человек, который живет исключительно ну, ради себя. Вот даже если есть дети, вот может даже проигрываться, что она и к детям ну, не особо хорошо относится. Не так, как должна настоящая заботливая мать относиться. Это могут быть ситуации, когда дети живут даже с вами, что ребенок уже осознанно выбрал вас, да, вот я хочу жить с папой. Это может быть ситуация, когда она даже, допустим, живет с детьми, но она не особо заботится, она занята своей жизнью, она там детей подкинула бабушке с дедушкой, либо же вам там еще куда-то, ну так, сплавила детей и пошла в загул где-то там с подружками, с мужчинами. Это человек, который, знаете, ну, пропитан ложью до мозга кости. Мне самой сейчас вот жутко, я смотрю на этот расклад, и мне просто жутко. Человек, который много чего вам не рассказывал, даже когда вы жили вместе, вы много чего не знали из ее жизни. Это была ее совершенно другая жизнь. Я могу представить, как больно некоторым из вас сейчас, потому что вы любили по-настоящему. А у нее была своя жизнь, о которой вы не знали, даже не подозревали. Потому что для вас, опять же, для некоторых, да, поскольку общий расклад, тот момент, что вы узнали, что она, допустим, изменяла, там, предавала, да, это было как гром среди ясного неба. Вы не хотели верить в это, но тем не менее это так. У нее была отдельная жизнь. То есть вы старались всю в семью, все вместе, да, как-то вот так кучковаться. А у нее была вторая своя такая жизнь. Здесь могут проигрываться ситуации, опять же, я вам скажу, у тех, кто работает, вот работа связана с поездками, с командировками, может быть. Здесь даже были ситуации, что вы в командировку, а другой в вашу постель запрыгивал. Ну, либо же не обязательно в постель, ну, вы за дверь, а он в дом как бы, понимаете? Этот трэш просто зашкаливает. Я сама сейчас, знаете, вот сижу просто в шоке по колено. Ну это просто трэш, по-другому я не назову. Это, знаете, человек, с которым не то что жить,
Уж простите меня, ребятушки, ну, с таким человеком, да, с такой женщиной, как говорят, да, нехорошая пословица, но тем не менее, что рядом с такой даже в туалет не сядешь рядом. Простите, никого не хочу обидеть. Настолько, знаете, вот даже у меня, казалось бы, да, она мне никто и ничто, и звать ее никак, но мне настолько мерзко, мне просто вот обидно как-то за вас, вот чисто по-человечески, да, потому что вот контраст, я вижу этот контраст, я понимаю, с каким чудовищем вот вы жили, с монстром, но я по-другому ее не назову. Она-то свое получит, она бумеранг получит, это 100%. Но то, что у нее скелет, это мы еще не все скелеты. Я не хочу даже, мне как-то жутко даже дальше копаться в этом всем. Мне просто жутко, я не хочу дальше вас расстраивать. Перекреститесь и скажите небесам спасибо, что избавили от такого монстра. Вот как-то так. Такой сегодня у нас грустный расклад был, но тем не менее, знаете, может быть, у кого-то откроются глаза, может быть, кто-то разберется со своими какими-то мыслями, сомнениями, особенно те, кто еще надеется вернуться к такой женщине. Ну, просто сядьте, вы можете еще раз промотать это видео, прослушать. И вы просто поймете, может быть, озарение снизойдет на вас, и вы поймете, что а стоит ли такая женщина того, чтобы к ней возвращаться. Да упаси Господь. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!